Пожар на итальянском пароме Норман Атлантик в Адриатическом море. Норман Атлантик был пассажирским паромом, принадлежавшим итальянской паромной компании Visemar di Navigazione. Паром был зафрахтован компанией Anna Klein с декабря 2014 года. 28 декабря 2014 года он загорелся в проливе Отранто в Адриатическом море. Паром был построен в 2009 году компанией Container Naval Vicentini, Порто Вира, Италия как Эйкман Стрит, для компании Yorman Street Shipping, Лондон, Великобритания. Он вмещал 850 пассажиров и 200 автомобилей. Длина парома 186 метров, ширина 26 метров. В октябре 2013 года паром Синту был зафрахтован LD Lines. В январе 2014 года он был переименован в Норман Атлантик. 29 августа 2014 года он совершил свой последний рейс с LD Lines из Рослера, графство Уэксфорд, Ирландия, в Сен-Назер, Атлантическая Луара, Франция, и Хихон, Астурия, Испания. В сентябре 2014 года он был зафрахтован компанией Count Tourist, а затем чартером Anna Kleins в декабре 2014 года. В 17 часов 50 минут 27 декабря 2014 года Норман Атлантик отплыл из Патры на пароме в Анкону, куда он должен был прибыть в 20 часов 30 минут 28 декабря. Он сделал промежуточную остановку в Игуменице, отправившись туда в 1 час 50 минут 28 декабря 2014 года. В это время считалось, что на борту корабля находится 222 транспортных средства, 417 пассажиров и 55 членов экипажа, хотя более поздние расследования раскроют наличие не менее 6 безбилетных пассажиров. Он продолжил свой маршрут, который проходил через пролив Отранто в 44 морских милях, 81 километр, к северо-западу от острова Корфу и в 33 морских милях, 61 километр, к северо-западу от острова Корфу. От Аной в греческих территориальных водах. Состояние моря было суровым, с сильным юго-западным ветром, дующим со скоростью до 55 узлов, 28 метров в секунду, 63 мили в час. Примерно в 5 часов 15 минут на палубе 4 была активирована предварительная пожарная сигнализация, открытое грузовое пространство с выдвижением и выкатыванием. Второй помощник, который в то время был командиром, послал моряка для расследования тревоги, но не было никаких признаков пожара, только пары, исходящие из холодильной установки грузовика. В 5 часов 23 минуты автоматическая система включила полную пожарную тревогу, опять же на палубе 4, в зоне непосредственно под жилыми помещениями для пассажиров и экипажа на палубе 5. Капитан со своего места на мостике смог наблюдать пламя, выходящее из окон на палубе 4, и приказал активировать систему пожаротушения. Более позднее расследование показало, что дренчер был активирован на палубе 3, а не в зоне пожара, возможно из-за запутанной маркировки на клапанах. В 5 часов 38 минут Норман Атлантик подал первый сигнал бедствия береговой охране Бриндизи. Поскольку судно находилось в греческих водах, греческая поисково-спасательная организация возглавила первоначальный ответ, но в 9 часов ровно по местному времени руководство спасательными работами было передано итальянской береговой охране. Во время инцидента корабль в конечном итоге дрейфовал в итальянских водах. Первое спасательное судно береговой охраны покинуло Отранто в 6 часов ровно и прибыло на место происшествия в 8 часов 20 минут. Кроме того, 15 торговым судам, находившимся в этом районе, было предложено оказать помощь. Один из них, Балкер Аби Дженет, спас 39 человек со спасательных плотов Норман Атлантик и доставил их в Таранто, а танкер Дженмар Аргос спас члена экипажа из моря. Итальянский паром Круиз Юропа спас еще 69 пассажиров и доставил их в Игуменицу. В спасении также участвовали 16 вертолетов и 4 самолета. Огонь быстро уничтожил спасательную шлюпку и спасательный жолоб на правом борту корабля. Пассажиры собрались по левому борту и начали садиться на спасательные шлюпки и спасательные плоты,
несмотря на то, что капитан в это время не отдавал приказ об эвакуации. Группа из 49 пассажиров скрылась в спасательной шлюпке по левому борту. После того, как их спасли, некоторые пассажиры утверждали, что приказ покинуть судно был отдан только через 4 часа после начала пожара. Несмотря на то, что их каюты наполнились дымом, тревога не сработала. Они также заявили, что экипаж Норман Атлантик оказал им небольшую помощь. Жар от пожара пронизывал весь корабль, даже начал плавить обувь людей на палубе. Выжившие описали сцены из ада на борту горящего корабля, когда экипаж корабля был ошеломлен кризисом и преобладающими законами джунглей, а не организованной эвакуацией. Те, кто находился в спасательной шлюпке, были спасены зарегистрированным в Сингапуре контейнеровозом Spirit of Paraíso и пришвартовались в баре Италия. Несколько спасательных плото также были спущены на воду, но некоторые из них перевернулись, что привело к гибели нескольких пассажиров в результате утопления или переохлаждения. Другие люди в море или на плотах были спасены вертолетами. Спасательным работам помешала потеря мощности Норман Атлантик. Пожарный буксир Мэриэта Барретта смог прикрепить трос к парому и повернуть его против ветра, что позволило вертолетам начать работу. Капитан Джакомацци был последним, кто покинул корабль в 14 часов 50 минут. По меньшей мере 12 человек погибли в результате пожара, а еще 2 члена экипажа албанского буксира погибли во время спасательных операций 30 декабря, когда оборвался соединительный трос. Официальные лица заявили, что 1 человек погиб после прыжка с горящего корабля. 3 из спасенных людей, находившихся на борту Норман Атлантик, были афганскими нелегальными иммигрантами, которые размещались на борту грузовиков в трюме. Среди убитых был Илья Картозия, грузинский православный священник, который, по словам очевидца, помогал другим эвакуироваться, но спасти его спасателям не удалось. Его тело было обнаружено у берегов Лечи 30 декабря 2014 года. Норман Атлантик был отбуксирован в порт Бриндизи, Италия, судном Мэриэта Барретта и 2 дополнительными буксирами, Тенекс и Эзмара, прибывшими туда 2 января 2015 года. Корабль был изолирован для расследования. 6 января спасательная шлюпка из парома Норман Атланти была найдена на пляже недалеко от Валоны, Албания. Паром Норман Атлантик продолжал гореть в порту в течение почти 2 недель, до 10 января 2015 года, когда пожарные наконец смогли войти в корпус для осмотра. 2 февраля 2015 года, незадолго до того, как лодку должны были отбуксировать в баре, на стоянке для грузовиков было обнаружено 2 тело. В те же дни на побережье Корфу и Апулии были обнаружены тела 3 человек, предположительно принадлежащие кому-то из пропавших без вести. Повреждения корабля были значительными. Обшивка корпуса и палуба были деформированы, все средства связи и навигации уничтожены, жилые помещения и помещения общего пользования выпотрошены. Кроме того, попадание воды при тушении пожара привело к выходу из строя электрооборудования, в том числе аварийных аккумуляторных систем, систем отопления и вентиляции. Власти Италии возбудили уголовное дело по факту пожара. Целью расследования было установить, сыграла ли роль в пожаре преступная халатность. Корабль был осмотрен в Патрах, Греция 19 декабря. Было обнаружено 6 серьезных недостатков, связанных с аварийным освещением, противопожарными дверями и спасательными средствами на борту судна. Владельцам было вручено уведомление, дававшее им 15 дней на устранение недостатков. 2 января 2015 года прокуратура в баре расширила расследование и привлекла к уголовной ответственности 2 других членов экипажа и 2 представителей греческой паромной линии Anak Lines, которая зафрахтовала Норман Атлантик. Контр-адмирал Джон Лэнг, бывший главный инспектор британского отдела по расследованию морских происшествий, сказал, что чрезвычайная ситуация в условиях морозного шторма ночью бросает вызов многим устоявшимся соглашениям и мудрости в отношении того, как следует проводить массовые спасательные операции. Он сказал, что в ходе расследования следует делать правильные, а не удобные выводы, добавив,
редко результаты всестороннего и тщательного расследования были более важными для повышения безопасности на море. Турецкий пассажир сообщил в качестве возможной причины, что нелегальные афганские иммигранты, которые поднялись на борт корабля, спрятавшись в грузовике, разожгли огонь в корабельном гараже, чтобы согреться. Другой возможной причиной были искры от грузовиков, царапающих борта судна. Предварительные подводные осмотры Норман Атланти выявили засорение мидиями водозаборных труб спринклерной системы пожаротушения. Необходимы дополнительные проверки, чтобы определить, способствовала ли эта блокировка распространению огня. Хотя регистратор данных о рейсе «Черный ящик» был восстановлен, к середине марта никакие данные не были извлечены, по-видимому из-за того, что жара от огня расплавила пластик на жестком диске. В записях бортового самописца, опубликованных 7 октября 2015 года, говорится, что спринклерная система пожаротушения не работала должным образом, и вместо распыления воды из системы шел дым. Следствие также заявило, что был грузовик с работающим двигателем. Перед пожаром из грузовика шел дым. После первоначального обнаружения и расследования судно было переведено в порт Бари. В 2019 году корабль отправился в Алиагу, в Турцию на слом.